Добрый день, дорогие мои подписчики! Я от всей души поздравляю вас с наступившим 2023 годом. Вот уже 3 года подряд я записываю новогодние поздравления, и с каждым годом, как мне кажется, обстановка в мире становится все более и более удрученной. Если в прошлых годах нам настойчиво предлагали закрыть лицо, изолироваться от общества, спрятаться в одиночестве, то сейчас и вовсе заставляют нас брать оружие в руки и стрелять в друг друга. А если кто и не может стрелять, то хотя бы активно ненавидеть. Сегодня, друзья, 1 января. И если вы смотрите это видео, значит вы все еще живы. Что на сегодняшний день, к сожалению, не является само собой разумеющимся. Каким-то чудом вы пережили 2022 год и, возможно, дальше продолжаете впитывать в себя пропаганду, чувствуя себя ничтожным, безголосым балластом на теле вашей страны. Мы, как и в прошлые годы, продолжаем наблюдать общемировую истерику и социальный, совсем недобровольный эксперимент, продолжающийся разыгрываться властимущими из всех стран на нашей планете. Как бы невзначай к мракобесию и открытому идиотизму целенаправленно и с завидным постоянством насаждаются чуждые нормальному человеку ценности. Но как бы не были очернены все понятия существования человека, мы все же пытаемся не повергать себя невежества, пропаганды и остаемся верным истинному знанию. Мы, движение йога чести, видим точку опоры не в заявлениях политиков, как бы красиво они и патриотично не звучали, и не в индивидуальных экономических предпосылках, а ставим в центр душу и сопутствующие ей понятия совести и чести. Я имею в виду душу, а не насаженные чувства вины или превосходства, не раздутый патриотизм или обостренное чувство демократии, а вашу бессмертную душу, чистую, как капля родниковой воды, и девственно невинную, как слеза ребенка. На этом месте, друзья, я хочу напомнить вам, что вы и только вы ответственны за то, что вы делаете. Возможно, вашим сознанием и может командовать командир, отдавая приказы, или активист из телевизора, призывая освободить или защищать. Но в вашей душе нет президента. Нет начальника, который виноват в ваших преступлениях против совести. В вашей душе нет патриотизма. Там нет желания помощи другим. Там нет чувства справедливости, трибуналов или чувства правоты. Там нет виноватых, которых надо наказывать. Ваша душа, друзья, так же, как и моя, так же, как и душа любого другого человека на этой земле, залита до краев одной лишь единственной составляющей – любовью. И ничего кроме нее. Там просто нету места ни для чего другого. Вы либо идете к ней, к любви, либо идете от нее, либо идете с ней, с любовью, либо идете без нее. И никто другой, друзья, кроме вас, не сможет заставить вас сделать шаг к или от. Чтобы быстро и без проблем понять, двигаетесь ли вы по своему пути, пути сердцу или пути души, я лишь хочу дать вам такую маленькую самопроверку. Перед тем, как сделать действие, спросите себя, что станет с любовью в вашей душе? Она увеличится или уменьшится? Это очень легко. Например, кто-то сделал не так, как вам бы того хотелось, но вы решили простить этого человека. Вопрос, станет ли ваша душа богаче любовью? Да. И теперь другой пример. Вы взяли в руки автомат и решили убить другого человека, который, как вам сказали, является врагом. Станет ли ваша душа богаче любовью от такого действия? Ответ, конечно же, нет. Так же, как физическое тело не может просто перестать дышать, ваша душа не может просто перестать любить. Это только перенасыщенное гордыней ваше сознание может подумать, что вы можете кого-то любить, а кого-то нет. Друзья, это реальность однонаправленная. Дуальности не существует. Есть Всевышний, дьявола не существует. Видимая Вселенная только расширяется.
Сжимания не существует. Есть любовь. Всего остального без любви не существует. Любовь в вашей душе – это частица Всевышнего, это божественный нектар, непрекращающимся потоком, льющийся через вас. Она не подконтрольна вам, и поэтому вы просто не имеете никакого права просто перестать проливать любовь через себя. У нас нет права на этой земле лишать кого бы то ни было любви. У вас нет права закрывать в себе это чувство. Что бы вы себе ни напридумывали или вам бы ни навнушали, вам просто нельзя закрывать свою душу, ибо через души людские любовь Всевышнего проливается. Так зачем вы, друзья, всегда это постоянно пытаетесь делать? Зачем вы придумываете себе какие-то причины? Зачем вы делите людей на любимых и нелюбимых? Зачем вы ненавидите? Зачем вы желаете смерти? Зачем вы убиваете? Ведь ваша душа не умеет не любить. Это ум ваш лишь стремится показать свою важность и прилагает неимоверные усилия, чтобы закрыться от собственной души. Безбожным криком вопит, чтобы вы не могли услышать шепот вашей души. Друзья, я надеюсь, после этих слов для вас не будет звучать банально, если я пожелаю вам в этом году любви. Настройтесь на свою душу и спросите ее, а проживаете ли вы свою собственную жизнь, или вашу жизнь проживает за вас кто-то другой. Слушайте свою душу, не идите на поводу у законов времени, поступайте по законам души, вашей собственной индивидуальной души. И перефразируя известный голливудский фильм «Да пребудет с вами честь». Удачи вам, друзья, счастья и благополучия в этом 2023 году. Поступайте по совести, живите честью.